У Путина в распоряжении может находиться жесткий компромат на Трампа. Шокирующее расследование западных СМИ разрывает инфополе. Это объясняет то, почему президент США боится жестких решений по РФ. В Кремле рассказали, планируют ли продолжать войну. Ответ на вопрос журналистов получился неожиданным. Приводим слова Лаврова, которые вырезали из эфира всех СМИ. Буря в Казахстане. Страна обсуждает нашумевшее заявление президента Токаева. Оно о России и Путине. Трагедия, которая потрясла всю Беларусь, срочный призыв в Германии и тема, которая разрывает Украину. Главное событие к утру пятницы, 14 ноября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Российский военный самолет Су-30 накануне внезапно совершил отрицательное приземление. Российская Минобороны сообщила о падении истребителя в районе озера Лососинское в Карелии. Экипаж погиб. Россия могла получить компромат на Трампа от Эпштейна. Громкое расследование издания «Политико» рвет инфополе. За год до своей странной смерти Эпштейн пытался выйти прямо на МИД РФ и передать Лаврову с Путиным информацию о Дональде Трампе. Это всплыло после того, как демократы в США выложили его переписку. В письмах Эпштейн просил бывшего генсека Совета Европы донести предложение Путину и ссылался на Виталия Чуркина, экс-постпреда России при ООН. Параллельно демократы заявляют, Трамп прекрасно знал, кто такой Эпштейн, и бывал у него дома. Белый дом все рубит под корень, но скандал о возможных связях Трампа с Россией вновь разгорается. Это не первые письма Эпштейна, где всплывает фамилия Трампа. Демократы начали выкатывать их пачками. Тот самый саммит G20 в Йоханнесбурге еще не начался, уже выглядит как символ расползающегося мирового порядка. Си Цзиньпин отказался ехать в Китай и отправить лишь премьера. До него из саммита вышли Трамп и Путин. В итоге впервые за всю историю G20 за одним столом не окажется лидеров трех крупнейших держав мира. Это тревожный сигнал. Никто ни с кем не хочет говорить. Глобальные игроки закрываются в своих крепостях, а острые темы – войны, безопасность, кризисы – повисают в воздухе без тех, кто способен их решить. Мир прямо на глазах становится более опасным и менее управляемым. Беспрецедентное и неожиданное решение. США внезапно сняли санкции со строящейся Росатомом АЭС в Венгрии. Есть проблема с атомной станцией, которая уже находится в стадии строительства, и они должны его завершить, потому что мы хотим, чтобы они, венгры, были энергетически независимыми. Независимыми от демократии и зависимыми от Росатома, по всей видимости. Миссия НАТО. Одобрено решение. Черногория сделала то, на что не решались даже некоторые крупные союзники НАТО. Влезла в подготовку украинских сил по-настоящему, а не на словах. После 9 месяцев возни парламент наконец одобрил участие страны в миссии NSATU. Это не про фронт, а про мозги и мышцы армии. Обучение, стандарты, координация. Все будет происходить на территории стран НАТО, но для Украины эффект прямой. Еще один союзник включается в долгую и системную поддержку. Министр обороны говорит открыто, это логичное продолжение курса, который НАТО утвердила на саммите в Вашингтоне. Кроме этого, Черногория одновременно закручивает гайки для россиян с ВНЖ. Сигнал абсолютно прозрачный. В российском Нижнекамске бахнуло так, что полгорода увидело вспышку. Взорвалось что-то? Чё-то оказалось одним из подразделений Нижнекамск-нефтехима, огромного нефтехимического комбината, который делает каучук, пластик и все, что потом идет в шины и промышленность. По предварительным данным, загорелась установка переработки нефти. Пламя было видно из разных концов города, а в сеть полетели десятки видео. Официально говорят о пожаре на подразделении, которое занимается ремонтом и строительством нефтехимических объектов. Причины, как всегда, уточняются. И движуха будет продолжаться, а виноват во всем этом Киев. Песков выдал новую порцию угроз и анонсировал продолжение войны. Пресс-секретарь Путина снова пытался сделать вид, что Россия готова к диалогу, а вот Украина нет. За неимением возможности дальше продолжать разговор, разумеется, будем продолжать всемирно специальную военную операцию с тем, чтобы достигнуть тех целей, которые были сформулированы Верховным Главнокомандующим. Песков гарантирует лично, Россия все равно заставит Украину вернуться к столу, но уже на гораздо худших позициях.
Германия тем временем всерьез готовится к большой войне. Берлин запускает самую жесткую реформу военной службы за последние 15 лет. Все 18-летние юноши обязаны пройти военную комиссию. А если добровольцев окажется мало, включат призыв по жребию. Я рассчитываю, что консультации завершатся в ближайшие недели, чтобы закон смог вступить в силу 1 января. Добровольцы, которые приходят к нам на службу, будут получать общий доход около 2600 евро. Некоторые из них получат также субсидию на водительские права. Женщинам анкеты тоже разошлют, чтобы понять, кто готов служить в случае полного возвращения призыва. Это первый шаг к наращиванию армии до 260 тысяч человек и созданию мощного резерва. По факту, Германия готовится к эпохе, когда армия снова становится массовой, и делается это не ради парадов, а из-за настоящей угрозы со стороны России. В Казахстане активно обсуждают нашумевшее заявление президента Токаева. На встрече с Путиным он произнес фразу, которую никто не ожидал услышать вслух. Мудрость многих веков хранит казахское изречение «Кудай коскан куйши», что в переводе означает «Богом данный сосед», кем Россия является для Казахстана. Фраза прозвучала в Москве рядом с Путиным после двухдневных переговоров и подписания декларации о новой эре отношений. Путин в ответ процитировал казахскую пословицу про силу в друзьях и уже на банкете поднял тост за вечную дружбу. В самом Казахстане уже 2 суток спорят, что это было – политическая вежливость или сигнал о новой линии. Ведь такие слова звучат слишком громко в эпоху, когда соседские подарки судьбы иногда приезжают на танках. А что вы думаете, и какая фраза о соседях здесь подошла бы больше? Может быть, соседи не выбирают или с такими соседями и врагов не надо? В Украине инициирует законопроект, укрепляющий, среди прочего, роль русского языка. Если закон примут, то будет разрешено предоставлять услуги на русском языке, выступать на конференциях и даже общаться на нем представителям власти. В сети разгорелись жаркие дебаты, дискуссии и споры, а больше всего комментариев вызвало мнение журналиста Константина Андріюка. Це багато хто з людей помічають, вони кажуть, ті, хто розмовляють українською, вони приємніші, добріші, миліші, вихованіші. А ті, хто розмовляють російською, вони агресивніші. Тому що так їх робить такою ця мова. Ну воно так є. Розумієте? Вони, на жаль, ці люди, вони стають такими агресивними під впливом цієї російської мови. І їм щось доносити от чемно, виховано, культурно. Это практически безнадежно, мы это бачим на 4-й рік. А как вы считаете, действительно ли русскоязычные украинцы агрессивнее тех, кто говорит на украинском? Или это лишь очередной повод развести холивар на больной теме? Давайте по фактам обсудим в комментариях. Итальянская газета «Корьера делла Сера» внезапно отказалась печатать интервью Сергея Лаврова. Редакция честно объяснила, в ответах министра слишком много спорных, недоказуемых и откровенно фантастических заявлений. Проверять все это значит превращать выпуск в энциклопедию российской пропаганды. Специальная военная операция не война за территории, а операция по спасению жизней миллионов людей, которые живут на этих землях столетиями и которых киевская хунта хочет истребить, юридически запретив их историю, язык, культуру и физически с помощью западного оружия. Другая важнейшая цель СВО – надежно гарантировать безопасность России. В МИД РФ тут же закричали про цензуру, но по факту итальянцы просто отказались печатать избитый набор штампов. Правда, с Лавровым немного не согласны спикеры и ведущие главного российского телеканала. По их словам, Украина должна быть полностью разрушена. Видео эфира от 9 октября внезапно начало вируситься в сети. Руководство Украины. Через Днепр должны быть разрушены, плотина Киевская должна быть разрушена, город должен быть затоплен, Харьков должен быть уничтожен, Николаев, Одесса, Сумы стерты с лица земли, как Днепропетровск и прочие города. При этом вначале предупреждаем, не понимают, осуществляем. Но другого нельзя, к сожалению. Это же не хорошо, не плохо, это просто данные. Ну, как можно по-другому воевать? Ну, только таким образом, только таким образом. Российские депутаты тем временем снова в работе спорили, еврей или чебурашка. Пока страна трещит по швам, а бюджет ловит рекордный дефицит, в Госдуме устроили жаркие дебаты о национальности мультгероя прямо на заседании Комитета по бюджету и налогам. А вы помните, откуда в Советский Союз привозили, была единственная страна, из которой завозили апельсины? Не помните, откуда? Угу. Из Израиля завозили. Чебурашка-то еврей, он же оттуда приехал в бочке с апельсинами. Он же
уехали за границу. Кроме этого, в Комитете Госдумы по региональной политике возмутились храмом на туалетной бумаге. Одна из фабрик разместила на своей продукции изображение Спасской башни и собора Василия Блаженного без крестов. Теперь делом займется Генпрокуратура. Трагедия, которая потрясла всю Беларусь. Поиски, в которых участвовали тысячи людей, закончились страшной новостью. 14-летний Максим Зинькович из Березинского района исчез 8 ноября, уехав на велосипеде. Леса, болота, десятки деревень прочесывали милиция, МЧС и волонтеры. Надежда держалась только потому, что у Максима был аутизм. Он мог не откликаться на крики спасателей. Но утром накануне все оборвалось. Нашли велосипед, след ботинка, а затем и тело. Следствию еще предстоит понять, что именно произошло, но главная версия прежняя. Мальчик заблудился, не смог выбраться. Несколько дней вся страна жила надеждой. Вчера днем она рухнула. Тема, которая потрясла и поставила на уши всю Украину. Коррупционный скандал в самых верхах. Напомним, следствие выяснило, внутри «Энергоатома» больше года крутилась схема откатов до 15% со всех подрядчиков. Во время войны это звучит особенно гнусно. Из-за чужой жадности ремонты тянулись, закупки срывались, а люди мерзли дольше. Я насправді була дуже зла після обстрілів, тому що виходить, на який рік війни наші енергооб'єкти не захищені. Одні страждають, а другі набивають кармани. Ну, це ж корупція, її треба викорінювати. А це шкодить не тільки державі, а й міжнародному статусу і відносинам Украины с іншими країнами. Возмущение зашкаливает, когда страна держится на доверии и поддержке союзников. Такие схемы плевок в лицо всем, кто вытаскивает ее из тьмы каждый день. На фоне скандала уже уволены 2 министра, введены санкции против бывшего бизнес-партнера Зеленского. Задержаны 5 фигурантов, собраны сотни часов записей доказательств. А что лично вы думаете по поводу самой обсуждаемой истории последних дней? В позапрошлом выпуске «Ну и новостей» мы допустили досадную ошибку. Проиллюстрировав сюжет о коррупции в Украине и расследовании в отношении Александра Цукермана фотографии выдающегося эстонского журналиста Александра Цукермана. Приносим свои извинения нашим зрителям, а также Александру лично. Мы приложим все усилия, чтобы подобных ошибок в наших эфирах впредь не допускать. Спасибо вам за доверие и поддержку. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось еще больше. На этом пока все. Хорошего вам дня. До новых встреч и хороших вам новостей.